Всем привет, с вами Дэн. Короче, сегодня вот прям что-то совсем необычное, что-то неизведанное, непонятное и потенциально либо очень крутое, либо очень не крутое. Значит, итальянский ренессанс, все понятно, короче, типа итальянский бренд, Сника, ну, не знаю, Сника, хрень какая-то, Синица, назовем их так. На Озоне, значит, продается бренд. Мне один из подписчиков про них написал. Типа, Дэн, смотри, цена просто космическая. И цена действительно космическая. На Озоне 1700 рублей. Тут, вот, мне кажется, одна упаковка уже стоит 1700 рублей. Поэтому мне стало интересно. И как бы ни хрена себе, тут прям так. Ножичек я зря подготовил. О, тут даже по-русски написано: механические часы Да Винчи, сын солнца с остальным ремешком, ослепительно-красный закат. Почему ослепительно-красный взял? По-моему, это была самая дешевая модель, но, короче, я ссылку оставлю, конечно, но я не знаю, что там на момент публикации ролика будет. Ё-моё! Короче, если вы смотрите за каналом, обязательно подписывайтесь, не забывайте. Я вот уже запостил видос про Pagani дизайн, который, как мне показалось, идет тоже такой, был, по крайней мере, дисконт, супер дисконт на Озоне. Возможно, китайские бренды выходят на Озон и пытаются как-то привлечь покупателей, может быть, оценки высокие получить, там еще что-то, но они жутко сильно дисконтируют относительно цен, например, на Алиэкспресс. И, возможно, сегодня тоже тот самый случай, потому что, слушайте, по упаковке тут даже качество бумаги уже дорогое. Это явно не часы за 1700 рублей, это $20. Я в шоке. Тут еще и на итальянском. О, подождите, на итальянском, на английском нет, да? На английском есть, на русском нет. Ну, как бы понятно. Так. А упаковка очень похожа на Sig Design. Прям оттуда же, я бы сказал, истыренная. Но здесь все типа Да Винчи, Италия. В общем, бренд итальянский. Короче, нам это не интересно. Нам интересно вот, что у нас внутри. Потому что упаковка, это очень круто. Я вам скажу так, упаковка... Шикардос. И вот она даже по весу такая, что вот вы представляете, какая логистика, да? Какая печать, какая коробка. Я вот, конечно, обычно мне все равно на коробку, но в данном случае с учетом цены люди заморочились просто неимоверно. Так, часы тяжелые, значит уже какая-то не самая паршивая сталь. Распаковываем и будем внимательно знакомиться. Так, значит, по весу здесь не поскупились на сталь. Заявлено 316L. Я, конечно, не отличаю, да, на внешний вид 316 от 330, но не похоже на вот дешевые корпуса, которые обычно в 303, да, она называется, сталь. А здесь 316L. И, слушайте, тяжеленькие, как вот хорошие, добротные, тяжелые часы. Может, нам их разыграть даже не знаю. Ладно, сейчас посмотрим подетальнее. Короче, браслет, вот что первое в руки попалось, это браслет, и браслет неплох, у него неплохая геометрия, у него сатинирование достаточно приятное, он рисковатый с нижней части и с верхней части, ну, условно, такие браслеты были по резкости, да, у Сан-Мартина 2 года назад. Ну, может быть, это чуть резче, но плюс-минус, короче, да, значит, здесь летая застежка... На двойном фиксаторе. Да здесь браслет стоит больше, чем 1700. Системы быстрой замены нет, это мы и не ожидаем. Внутри китайский калибр, который не указано какой конкретно. Сейчас я вот эту пленочку тоже сниму. Тут, к сожалению, калибр еще закрыт. Закрыт Леонардо да Винчи. Да, да Винчи, значит, здесь изображение такое, да. Что там за механизм? Кстати, в механизме 48 часов заявлено. Он еще полускелетонированный. Он скелетонированный, он еще и с отделкой. Ну, короче, явно это какой-то демпинг. Потому что скелетон, потому что симпатичный механизм, 48 часов. Такие калибры, кстати, знатоки, напишите, что это может быть. Таких калибров довольно много на Алиэкспресс сейчас. И есть там на этих калибрах и часы и дорогие, и дешевые, но 1700 рублей, товарищи, да. Значит, давайте мы с вами подготовимся сейчас к одной процедуре, а именно мы с вами померяем здесь, потому что сапфир заявлен. Сапфир заявлен здесь 100 метров водозащиты,
Сапфир 316L сталь по корпусу и по браслету, и похоже на правду. Есть версии в PVD. Я вот эту версию выбрал, чтобы она была без PVD, и, по-моему, она была самая дешевая, с красным вот этим солнцем. Значит, там есть версии на ремешке заявленной итальянской кожи. Ну, вот в это я не очень поверю. Механизм 48 часов, трехмерный. Посмотрите, какой объемный циферблат. Здесь еще такие вот зажимы на корпусе. Здесь рифление, посмотрите, какое по безелю, елки-палки, да здесь прям все неплохо сделано. Ну, то есть, такие часы, которые плюс-минус за десятку на Алиэкспресс вполне себе продаются. Доставка, кстати говоря, сразу, через пару дней они пришли, то есть, они уже в России физически находятся. И да, я взял их за 1700 рублей. Ну, да, вот так бывает. Так, ну что, сапфир? Опа! Опа! Сапфир. Пишите ваши комментарии, что вы обо всем этом думаете. Я пока что в шоке, слов не нахожу. 190 грамм, да, вес хороший. Вес приятный, вес солидный, увесистый. Кому нравится такой вес, почему бы и нет. Значит, давайте посмотрим по безелю. 42,9, 43. С учетом зажимов будет побольше, я думаю, под 44. Высота 12,3, браслет на 22, так что сторонний можно будет поставить какой-нибудь ремень, и 50 от ушка до ушка. Ну и мои запястья 18,5, такие, да, тяжеленькие. Кстати, не топорщится браслет нигде, прям приятно все. Посадка хорошая, посадка прям окей, посадка окей. Что тут, люфт есть? Да... Люфта практически нету. Ё-моё, да что происходит вообще? Ломается мир просто. Так, я же их не подзавел. Я настолько был в шоке, что я их не подзавел. Но, честно говоря, здесь время определять неблагодарное занятие, потому что абсолютно не видны, вот тут секундная стрелка видна, минутная, часовая не видны, и они еще почти одной длины, поэтому, короче... Измерять время этими часами очень трудно будет. И специфический дизайн. Вот если бы здесь был какой-нибудь базовый, обычный дизайн, было бы лучше. Потому что вот это вот солнце, да, я понимаю, усложнение такое, да, визуализация, трехмерно, красиво, да, для кого-то. Но вот по дизайну это, конечно, полный, на мой взгляд, полный провал. То есть вот жесть. Хороший корпус, хороший браслет, все, детализация, характеристики, механизм, сапфир, ну, круто. Вот сделайте что-нибудь посимпатичнее, это будет бомбяу. Возможно, просто этот дизайн не зашел, поэтому они сливают остатки на Озоне. Не знаю. Но вдруг вам нравится такое, да, то почему бы и нет. Сейчас мы подетальнее посмотрим циферблат, еще поофигеваем и потом какие-то итоги попробуем провести. Так, посмотрите, сколько здесь всего такого сложненького. Логотипчик есть, какое-то вот пятнышко клея есть у отметки 12 часов, накладные меточки, ну тут еще точечка какая-то. Так, вот это вот солнце и... языки пламени. И посмотрите, здесь еще первый есть слой, да, второй слой солнца, дальше идут стрелки, вот такие нечитаемые абсолютно, но очень сложно все. И тут еще и разметка есть секундная, где счетчик секунд, боковой рант, да, вот опять же идет с разметкой. По безелю орнамент, украшение, и безель вообще очень симпатично и очень сложно сделан. Ну, с точки зрения вот именно того, что они наделали, да, вот с точки зрения обработки, да, отделки, здесь все достаточно круто за свою цену, и я думаю, даже и за десятку это будет круто. Ну вот механизм, точнее, кусочки механизма, которые можно посмотреть за вот это вот зачем-то здесь таким изображением да Винчи. Ну что напишите в комментариях? Я вот пока даже и не знаю. Ну ладно, сейчас постараюсь подвести итоги. Ну что же, часы оказались хороши по отделке, по материалам, по характеристикам. Я думаю, что их точно нужно разыграть. Обязательно разыграем в телеграм-канале. И так что подписывайтесь, участвуйте. Скоро он там пройдет, этот самый розыгрыш. Ну, короче, я в шоке. То есть, такие часы с такими характеристиками и таким качеством исполнения, конечно же, не должны стоить 1700 рублей. Я думаю, откровенно, это демпинг, либо сброс стоков, потому что, очевидно, неудачный дизайн, очевидно, который в России, ну, трудно продавать.
И здесь и трудно найти что-то привлекательное в циферблате этих часов. Но все остальное на высоте. Это же просто браслетик при тарании, да? Вот, поэтому забавно. Интересно, если какие-то еще такие вот же супер-мега предложения, пишите обязательно в комментариях там мне, да, или в Telegram. Обязательно подписывайтесь на канал Telegram. Короче, шок, трепет, вообще непонятно, почему, как, и вдруг удивительно, что вот такие часы можно взять на Озоне, не знаю, на Алиэкспресс, возможно, не дороже. Короче, пишите, что вы об этом думаете. Я в шоке. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.